мы все видели вчера, МВД Кыргызской Республики пресс-служба распространила информацию, где указали, что у них есть некий сдвиг по делу Душубаева. Я такой же обыватель, как вы человек, прочитал эту информацию и вижу, как они там указывают, что в настоящее время брат Аиды Соляновой объявлен в розыск. И все СМИ это подчеркивают. Также указывают, что он воспрепятствовал следствию по делу Камилы Душубаевой. Далее они раскрывают фабулу уголовного дела, где указывают, что с владельцем сауны они якобы вдвоем стерли видеозапись 10 марта. И еще все время фигурирует некая свидетельница. Я как вижу по средствам массовой информации, она сотрудница этой сауны. Да? И вот получается манипулирование этой информацией, как вчера видели мы, МВД делает, обязательно подчеркивают, что это является именно родственник Аиды Соляновой. Да? Но на сегодняшний день, вот я вам хочу показать наши все ходатайства защиты, сколько мы не требуем с МВД, информацию не дают. Но когда им надо, они дают свою информацию в нужном им ракурсе. То есть получается, нам они говорят, извините, тайна следствия, там, защита, там, еще что-то там. А тут же они прям расписывают, что Ильтуйбасов совместно с владельцем сауны прям пошли, стирали вдвоем чуть ли не эту видеозапись. Хотя ранее Ильтуйбасов Калыбек, который не является родным братом, еще раз я хочу официально заявить, и никогда он не был родным братом, он жил вообще в другой семье. Он является братом отца Аиды Соляновой. Понимаете, это две разные семьи. Может, милиция наша не разбирается, кто сейчас папа, мама, внук, там, я могу им лекцию прочитать по родственным отношениям, кто кому кем приходится. Но нельзя постоянно через каждую запятую везде, всюду вписывать Аиду Солянову. Она вообще ответственность не несет, это чужая семья, нас никогда не поймут, это милиция. Что они росли в разных семьях, абсолютно это разные люди. И теперь произошедшее, где среди 400 свидетелей проходит Ильтуйбасов, которого опрашивали 5 раз уже, начиная с Аламединского РОВД и заканчивая Чуйским УВД. Последний допрос был в 2014 году. Он полностью рассказал, да, он тогда уже указал, что он с Жамансалиевым и с другими друзьями, он приезжал в эту сауну, где вечерка еще в то время подробно расписала, где, что, как происходило. Все время удивляюсь, в вечернем Бишкек, как они получают всю информацию. Мы, адвокаты, не можем эту информацию получить до сих пор. Но здесь это прям посекундно, кто что делал, кто что кушал даже. Они все расписывают и везде указывают. Солянов, брат Соляновой, брат Соляновой. Полностью вот эти статьи мы тоже их собираем для дела, для полностью картины. Теперь Ильтуйбасов в бега ушел, да? Я вам сейчас хочу сказать, что, допустим, вот ответ с МВД. Сейчас я вам найду, чтобы вы видели. Так, в ответ на ваше ходатайство зарегистрировано в журнале «Входящая корреспонденция» от 4 января 2017 года, этого года, сообщаем, что Государственная погранслужба Кыргызской Республики ограничение на въезд и выезд через границу Кыргызской Республики на имя гражданина Ильтуйбасова Калыбека выставлено не было. Вот следователь Рахматов расписывается. Но за эти годы везде всюду писалось, что он сбежал, что он в бегах и находится до сих пор в бегах. И, конечно же, нам непонятна ситуация, когда неожиданно вдруг возбуждается отдельное уголовное дело по 318 статье, часть 1, воспрепятствование следствию. Без предупреждения, никто из представителей защиты не был об этом извещен. Единственное, когда уже они повезли на санкцию в суд, они начали уже всех извещать. Вот мы едем в суд уже с готовым постановлением. И все. Ну где уже и так ясно было, что вынесут постановление, объявят его в розыск. И в этой части хочется много вопросов задать той же милиции нашей, да? Вот. Сейчас я вам. Почему они это убийство по Камиле Душубаевой постоянно делают публичным? То есть через СМИ. С каких пор у нас убийство
тем более это тяжкое преступление, раскрывается, ну как бы сказать, в одностороннем порядке именно в сторону Аиды Соляновой постоянно. Вот где-то они шаг сделают, они сразу указывают, вот Аида Солянова. Где-то шаг еще второй сделают, опять Аида Солянова, да? Но насколько я знаю по практике, да, убийства так не раскрываются публично. Это какое-то шоу, а не раскрытие убийства. Если они не могут нормально раскрыть убийство, пусть тогда передадут настоящим профессионалам. Там в МВД есть хорошие профессионалы, оперативники, которые именно с отдела убийств, и могут они раскрыть это дело. Но не надо просто заниматься именно политической составляющей, везде и всюду указывать, вот здесь так раскрылся, здесь и здесь раскрылся. А на самом деле фактически, я вот насколько понял, да, с мертвой точки не сдвинулось это дело и не сдвинется. Пока только занимаются именно, ну не знаю, как раскрывать можно дальше в таком ракурсе, не вижу я. Еще раз повторяю, убийства так не раскрываются. Убийства ведутся очень тайно, с использованием оперативно-розыскных мероприятий. И когда раскрывается, только тогда можно опубликовать, да, проведена была работа, задержаны те подозреваемые. Но ни в коем случае заранее это не делается. Теперь второй факт. Вот о 6 днях, да? Если, допустим, он же подтверждает, что подвез ее в кафе 40 на 40, караоке, оставил там, поехал заниматься своими делами. Камила Душипаева приехала домой, дома переночевала. 10-го она уезжает из дома, и она пропадает. И вот 6 дней ее нигде нет. Вот про эти 6 дней отрыв никогда СМИ не указывают. Везде идет именно информация, что он был последний. Если читать информацию СМИ, то получается, Эльтуйбасов Талыбек увидел ее, довез до кафе, она пропала и труп нашли. А вот то, что ее неделю не было, почему-то про это, ну как сказать, замалчивают, что ли, получается. И здесь вот впоследствии тоже вопрос, вот эти 6 дней, где она была, почему они не отрабатывают. Вот мы пишем ходатайство, да, дайте нам все, что касается моего подзащитного. Если они проводили всеочные ставки с той же сотрудницей сауны, да, с теми же 2 девчонками, где девчонка указывает, что они приезжали с Камилой некой и Кларой, с Мэрием и Кларой, 2 девчонки, их уже опросили в милиции. То есть они в сауну приезжали, я вам говорю, они приезжали. Он и тоже это не отрицает, что они были там, и он был с друзьями. И были там 2 девушки, Мэри и Клара, насколько вот вечерки указаны. И, соответственно, это же ничего сложного нету следователю. Ну, возьми ты и допроси эту Клару, возьми и допроси эту Мэри. Вы были? Да, были. Нет, нет, не были. Друзей допросить, и все на этом. А то, что там бежать, стирать записи или еще в каком-то ракурсе, но здесь можно единственное предположить, да, что там могли клиентами быть. Да хоть кто в этой сауне. И хоть кто мог стереть эту запись. Мы же не знаем, кто в этой сауне находится, правильно? Может, в этот момент, когда резонанс пошел с этим делом, кто-то их вспомнил. Слушай, там же записи, мы тоже, вот, допустим, 11 марта были, или, допустим, за 2 часа до этого Эльтуйбасова были там в этой сауне. Версии же нет, именно версию они нашли непосредственно в отношении Эльтуйбасова Талыбека, и в отношении надо указать везде, что это именно брат Аиды Соляновой. Следующий момент, я хочу, да, воспользоваться тем, что раз пресс-конференция, да, раскрытие в одном еще убийстве, которое, вернее, не раскрывается. По убийству в Арчабишите было в 2012 году, в марте месяце. Там, я насколько помню, 8-летнюю девочку изнасиловали и задушили. Помните, да, момент был такой в Арчабишите? Вот, криминалисты есть, писали? В 2012 году на обочине дороги была найдена маленькая девочка, задушенная и изнасилованная. В руке у нее был только фатик от конфетки. Все. По сей день, вот 12-й год, сегодня 17-й, да, уже 5 лет, это убийство не раскрывается. Поэтому убийству даже подозреваемых нет. Но это очень тяжелое убийство. Мы все кричим, да, надо педофилов ловить, да, надо делать. Но почему тогда никто не поднимает этот вопрос по этому резонансному убийству Арчабишит? Я обращаюсь к министру внутренних дел, Генпрокуратуре. Когда вы раскроете убийство по Арчабишиту? Хотя вы обещали, каждый обещает. Да, это дело чести, надо раскрыть. А не раскрывается почему? Может потому, что там нет родственных связей и политики нет в этом деле.
Может, вы тоже туда припишете? Тогда, может, и процесс пойдет по раскрытию этого резонансного убийства. Нет же, надо вот именно, где Солянова, надо там раскрывать, и в части этой получается. Давайте раскрывайте тогда и другие убийства. Почему? Закон должен быть выборочный. Там родители должны тогда, значит, получается, страдать и мучиться, и видеть, что наше дело даже и не раскрывается, и забыли за 5 лет. Поднимите дела. Что сделали по этому Арчапиши убийству? Последняя справка милиции когда была оформлена оперативниками? Посмотрите. Наверное, вообще забросили это дело и пылиться, наверное, где-то у следователя. На следующий день я хочу отметить, да, что против Аиды Соляновой организована не то, что массированная атака, я не знаю прям уже с чем сравнить, да, где подключено, что подключено. Да все силовые структуры, начиная от Генпрокуратуры, МВД, ГКНБ, спецслужба даже работает в этом направлении, получается. Суды все работают. Даже законопроекты ее стали, как сказать, притормаживаться. 2 чтения проходит, и последнее на 3-м чтении просто-напросто отодвигают ее законопроект. Почему должны законопроекты страдать? Они необходимы, они нужны по защите несовершеннолетних детей и прав. Но нет же, да потому что это Аида Солянова, надо, оказывается, отодвинуть этот законопроект. Или признать не можете. Другие депутаты там сидят, никакого законопроекта о защите прав свободы я что-то не вижу в последнее время, никакой активизации нет. Вот в этой части у меня единственные вопросы. Нельзя против одной женщины, она даже не дело не в женщине, а в том, что, конечно, она смелая. То, что бросать все силы и средства бюджета и государства, лишь бы только ее, как сказать, далее преследовать и преследовать в части нее. Поэтому я призываю еще раз Генеральную прокуратуру обратить внимание на действия МВД. Раз они раскрывают убийство, пусть они тогда раскрывают как положено в соответствии с законом об ОВРД, где надо держать тайну следствия, а не использовать это в нужном направлении. У меня вообще вопрос к этому следователю, как он мог фабулу взять и опубликовать, кто что там отделал. Да, конечно, теперь Виктор Калыджик, ваша цель в чем, я не могу понять. Запугать его настолько, чтобы он дальше куда-то скрывался или еще что-то. Вы в этой части, получается, опубликовываете такие данные с его фамилией. Либо вы реально раскрыть должны это дело. Не можете раскрыть, оставьте в покое, дайте профессионалам это дело. Если даже не можете профессионалов найти, вы как защита, придется, наверное, раскрывать вместо вас эти все резонансные убийства, подключиться и работать тогда. Где вы все время, в последнее время заметили, да, тоже, уважаемые журналисты, находят человека, предъявляют ему обвинение и говорят, докажи, что ты невиновен. Это, наверное, только у нас, да, такая практика. Где такое видно, что время доказывания это лежит на следствии, согласно УПК, но где такое видно, чтобы это требовали именно предъявляемому человеку. Тогда можно любого человека поставить, да, и сказать, вот ты причастен по такому преступлению, а вот теперь ты докажи, что ты невиновен. И человек бедный бегает, нанимает адвоката, суетится и доказывает, да нет, ну что, я не виновен. А следствие стоит со стороны, ну давай, доказывай дальше, что ты не виновен. Хотя, еще раз напоминаю, уважаемые следователи, доказывать это ваша часть, это сторона обвинения. Докажите, что человек виновен, соберите необходимые доказательства, улики. Не можете собрать, не мучайте ни себя, ни людей. Права и свободы человека – это самые высшие ценности государства. С этого момента мы должны отталкиваться и все время соблюдать это. Спасибо. Коротко на кыргызском скажете? Очень коротко. Нет? Когда я перейду к Солянову, вы на кыргызском, да? И, пожалуйста, озвучьте частично то, что было сказано Уланом, это значимая информация для журналистов.